Привет, мой будущий соавтор. Садись ближе. Я хочу показать тебе кое-что. Представьте, 2004 год. Зал заседаний Дисней. Миллионы долларов на один кадр. А теперь посмотри на свой карман. В этом стеклянном прямоугольнике, мощность которой хватило бы, чтобы оживить целую вселенную. Раньше ты был зрителем в кресле. Сегодня ты за пультом управления реальностью. И я научу тебя снимать. ИИ не волшебник. Он твой оператор. Талантливый, быстрый, но слепой без твоего видения. Скажешь «сделай красиво», получишь кадр без души, как дешевый клип на ТВ. Но если ты скажешь «крупный план, рыжий кот в скафандре НАСА откусывает кусок пиццы», за спиной кольца Сатурна в неоновом свете, гиперреализм, боковой свет, как у Вильнева. Оператор кивнет и выдаст шедевр. Это и есть твоя суперсила. Итак, приготовьтесь. Прямо сейчас мы с вами вступаем в совершенно новую эру кинематографии. Эру, где каждый может стать режиссером. Камера, мотор, ну что, поехали. Представьте себе, забудьте про все эти тяжелые, сложные программы. Теперь студия — это просто браузер. Одна эта мысль, и она все меняет. Все эти барьеры, знаете, дорогие, массивные, которые мешали создавать качественное видео, они просто испарились. Теперь не нужны ни мощные компьютеры, ни годы обучения. Нужно только желание творить и доступ в интернет. Раньше как было? Сидишь один на один с этими сложными интерфейсами, таймлайнами, настоящее сражение. А теперь за монтажным столом больше не одиноко. У автора появляется целая команда, настоящих профи. И что самое классное, эта команда готова пахать 24/7, и даже кофе им не нужен. Ну что ж, давайте знакомиться с нашей командой. Это, можно сказать, личный голливудский состав. Тут у нас и сценарист, и художник-постановщик, и аниматор. У каждого своя четкая роль, своя суперсила. И все они, представьте, ждут только команды. Начнем со сценариста. Эту роль у нас исполняет ChatGPT. И что он умеет? Да практически все. Может взять, скажем, квантовую физику и объяснить ее через мемы с котами. Или написать такой диалог, который зрители будут цитировать. И да, никакого творческого кризиса. Он просто всегда фонтанирует идеями. Дальше у нас идет художник-постановщик. Это такие инструменты, как Midjourney или Bing Image Creator. Их задача построить весь визуальный мир. Захотелось, например, увидеть марсианский пейзаж, но в стиле Ван Гога? Пожалуйста. Или, может, неоновый бар в киберпанк-городе? Вообще не проблема. Любая, даже самая смелая фантазия воплощается буквально одной строчкой текста. И, наконец, вишенка на торте. Аниматор. Возьмем, к примеру, Luma Dream Machine. Вот тут-то и начинается настоящая магия. Он берет обычный статичный кадр и заставляет его дышать. Ветер колышет траву, персонаж моргает, мир буквально оживает на глазах. Это придает невероятную глубину. Все инструменты вы можете найти по ссылкам в описании. Так, с теорией, я думаю, все понятно. Команду собрали. Пора переходить к делу. От слов к первому практическому проекту. Самое время шагнуть в кадр, занять режиссерское кресло и снять свой первый фильм. Итак, миссия номер 1. Задача не в том, чтобы просто сделать красивую картинку. Нет. Задача — создать настоящего персонажа. С характером, с историей за плечами. И как это делается? Да проще простого. Вот смотрите, пример запроса. Я в стиле киберпанк. Кожаная куртка, неоновые шрамы на щеке, стою на крыше небоскреба в дождь. Вот такое простое описание — это и есть то самое зернышко, из которого вырастет наш герой. Нейросеть, конечно, накидает сразу несколько вариантов, и вот тут начинается работа режиссера. Нужно выбрать не просто самую эффектную картинку, а ту, в которой есть история. Ту, глядя на которую хочется спросить: а кто это? Что с ним случилось? Отлично, персонажа выбрали. Теперь давайте его оживим. Загружаем картинку в видеонейросеть и даем простую команду: повернись к камере, улыбнись. И вот она, первое движение, первая эмоция. Наш герой больше не просто картинка. И финальный штрих — голос. Можно записать свой, можно сгенерировать с помощью ИИ. И вот он произносит свою первую фразу. «Это мой мир, а здесь все гости». Все, характер задан, персонаж заговорил. И вот он, первый герой рожден. Понимаете, он не скачан откуда-то, не скопирован, он создан. Это результат творческого процесса режиссерской работы. Он снят. Окей, мы поняли, как это работает, и даже создали своего первого персонажа.
Но знаете, это ведь не просто про технологию, это момент прозрения. И главный вопрос, а почему все это так важно именно сейчас? А вот почему. Новая эра наступает не тогда, когда появляется какая-то технология. Она как молоток, просто лежит. Эра меняется, когда человек берет этот молоток и решает что-то построить, когда он решает им воспользоваться. И эта революция, она не где-то в будущем, она уже здесь, прямо сейчас. Достаточно просто оглянуться. Школьники клепают логотипы и зарабатывают. Блогеры снимают видео, вообще не имея оператора. Любой творческий человек может сесть и за один вечер создать целую вселенную. Границы между тем, кто смотрит, и тем, кто создает, просто тают. И вот наступает тот самый момент, когда показываешь свой первый, пусть даже 5-секундный ролик друзьям и видишь их реакцию. Это вопрос «как?». Как это сделано? Вот в эту секунду и приходит осознание. Все, это какой-то новый уровень. И вот что супер важно. Не нужно бояться ошибок. Здесь нет такого понятия, как провал. Какой-то кадр не получился? Ну и что? Это не провал, это просто материал для монтажа. Еще один дубль. Искусственный интеллект ведь не будет судить, он просто ждет следующую команду. Просто на секунду задумайтесь. Великие режиссеры прошлого, они о таком могли только мечтать. Чтобы снять что-то подобное, им нужны были целые студии, гигантские бюджеты. А сегодня? Сегодня все эти инструменты есть у каждого. И нужно только видение. Ну что ж, камера ждет. Оператор, то есть наша ИИ-команда, на связи. Вселенная пуста, и она готова наполниться историями. И остается лишь один вопрос. Каким будет первый кадр? Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить отзыв.